Ребятушки, утро. Я бы не сказал, что утро доброе, просто утро по всем известным причинам. Вот сейчас мы здороваемся примерно так. Значит, ситуация на сегодняшний день стала еще хуже. И потому что, пожар, в зоне пожар. Эти дебилы, имбецилы конченые, они подожгли Стечанку. Вот. И также подожгли Рудню Вересню, она ближе к Киеву как бы. Вот, Стечанка, она вообще очень близко к станции, к ЧАЭС. Там километров, ну, может быть, до 20. Ну, вот так вот, если не по прямой, это если ты идешь по дороге. А если по прямой, просто проложить прямую линию, то, я думаю, будет и меньше. Вот. И, блин, тушить пожары сейчас некому. Никто их тушить не будет и не может. Вы сами прекрасно понимаете. Они этого делать тоже не будут. Они на этой территории конкретно. Поджечь украинские военные не могли никак. Поэтому те, кто так беспощадно верит пропаганде, включите мозги. Просто включите свои мозги. И, блин, этот пожар, он происходит прямо сейчас. Начался он ночью, вот. И ночью я решил не записывать видео, подождать. Ну, может быть, к утру эта ситуация как-то разрешится, но она никак не разрешается. Вот. Она пока что не попала в СМИ, но этот пожар можно наблюдать на онлайн-карте НАСА. Это онлайн-карта пожаров, которые происходят прямо сейчас на Земле. И этот пожар можно наблюдать. Вот. Чем это чревато? Это чревато тем, что будет подниматься радиация. То есть она сейчас и так поднялась из-за того, что техникой были взрыхлены грунты, когда они заходили в зону. Но это уже все знают и так. То есть эта информация нифига не новая. И пока не была прервана связь с онлайн-датчиками на территории зоны отчуждения ИЧС, то они фиксировали резкое повышение радиации. Вот. И у нас как бы, кто знает, вот кто сталкер, кто ходил в зону, кто интересовался просто, может быть, вопросом, то вы должны знать, что радиация сейчас, она как бы в грунте, несколько под верхним слоем почвы, так сказать. Она в почве под верхним слоем. И когда техника входила, она ее взрыхлила, радиация поднялась. Вот. И сейчас происходит примерно то же, только в намного больших масштабах, потому что пожар будет расходиться. Погибнет огромное количество животных, погибнет огромное количество растений, выгорят опять несколько деревень, которые для, всех сталкеров это как музей под открытым небом. И когда какая-то очередная деревня или детский лагерь сгорает, то грусти нет предела, блин, на самом деле. И, по крайней мере, раньше их тушили, было кому тушить. А сейчас ведь никто тушить этого не будет. И это огромная проблема на самом деле. И наша разведка озвучивала, что могут быть вот такие типы, как это, диверсий назвать можно. Вот. Или более радикальное выражение — это ядерный терроризм. Потому что, блин, когда в 2020 году были пожары жесткие, и поднялась туча этого дыма, смога, и этот дым шел в сторону Киева. Но просто сейчас эти дебилы не предусмотрели, что сейчас ветра идут не в сторону Киева, а в сторону России и Белоруссии идут ветра. И закончится это крайне хреново, в первую очередь для жителей России и Беларуси. Но это просто объективная реальность.
с которой нужно было считаться. Но как бы мозгов нету ни хрена, поэтому вот имеем то, что имеем. И, в общем, будем следить за ситуацией. Пока что я не связывался со своими друзьями, ну, которые находятся, ну, как бы там, скажем так. Не будем уточнять, но в тех степях, скажем так. В общем, да, не связывался, но я думаю, они просто ничего и сами не скажут. Они же не в стечанке сейчас, и что они могут сказать. Поэтому как-то так ждем информации, следим за онлайн-картой пожара, за его распространением, следим за информацией по поводу Чернобыльской станции. Вот. Тот, кто говорит, что с Беларуси подвели электричество, ее не надо было подводить, жертвы пропаганды, меньше смотрите телевизор, она всегда была, эта линия, блин. Всегда. Там электричка ходит через территорию Беларуси всю жизнь. Она всегда ходила. Лично я на этой электричке ездил с территории ЧАЭС в город Славутич. И ты проезжаешь через территорию Беларуси. И как это украинскую, электромережи, по-русски как это будет, электролинии, короче, они идут в сторону Беларуси, ну, типа, там не надо было ничего подводить. Просто не подключают работники ни хрена эту линию, понимаете? Они не подключают энергию оттуда, не берут категорически. Наш Энергоатом категорически отказывается. И сейчас, да, станция по-прежнему находится на дистопливе, как бы. Работает энергосистема, охлаждение этих самых хранилищ отработанной энергии, Хаят-1, Хаят-2. Это твердые и жидкие отходы. Вот, они сейчас находятся запитаны, короче, от дизель-генераторов, вот, для которых находится дизельное топливо, но его совсем немного, его вообще было на 2 суток, вот, и раздобыли еще, но суть в том, что самый опасный из этих хранилищ, это хранилище, где отходы хранятся как бы в бассейне, в водяном бассейне. Этот бассейн должен постоянно охлаждаться. Если он не будет охлаждаться, то, ну, короче, начнется реакция, начнется выделение водорода, начнется распространение радиации, не будет вентилироваться там ничего, и закончится это все крайне плачевно. Вот, для вообще всех нас. Короче, друзья мои, пока что следим. Вот, и держим кулаки, естественно, за наших работников ЧАЭС. Еще раз спасибо всем, кто делился с охранами. Вам все очень благодарны. Кто еще хочет поделиться, это всегда уместно. Хотя сейчас связи нет, но она же наладится. Она же не будет бесконечно, что там не будут люди сидеть без связи. Вот, поэтому она наладится, и все будет, ну, нормально, ненормально, но, по крайней мере, мы сможем им опять помочь едой. Пока что связаться по мобильной связи с работниками ЧАЭС не удается, и интернета тоже нет. И, кстати, ну, в Славутиче вы тоже должны понимать, что там как бы с мобильной связью, с интернетом беда, вот, и в том числе и потому, что людям нет возможности заряжать свои девайсы. Вот у меня, у друга, аккумулятор есть, и он от аккумуляторов как бы запитывает свои девайсы, но это ж далеко не у всех, далеко не всем так повезло. В общем, братцы, на связи. Как только будет какая-либо новая информация, я обязательно сразу поделюсь.